Всем привет! Приступаю к пошиву свитшота для своей дочери. Брюки я уже сшила в прошлом видео, а в этом видео мы вместе с вами сошьем ей вот такую вот объемную огромную кофту. По журналу мужскому я шью. Вот такой журнал. Сразу хочу оговориться, что все модели и цвет ткани для своих детей я не выбираю. Это я оставляю право за ними. Единственное, что я могу посоветовать, качество ткани. Конечно, костюм из такой серой ткани я бы никогда себе не сшила, так как я люблю повеселее, но это ее выбор, поэтому буду шить то, что она хочет. Свитшот я уже этот выкроила, и, естественно, у меня готовы выкройки и уже сделана коррекция по росту. Если в брюках я уходила с меньшего роста на больший, то здесь при раскрое я уходила при коррекции с большего роста на меньший. То есть здесь все модели в журнале даны на рост 1,80 м. Я делала коррекцию до роста 1,68 м. И сейчас я вам покажу, как я это делала. Обращаемся к журналу и вот к такому рисуночку, где показано, как нам делать коррекцию роста, если нам нужно либо прибавить, либо убавить. Нам нужно с вами плечевое изделие, то есть вот этот вот рисунок именно нам нужен. Здесь мы можем увидеть, по каким линиям и насколько нам нужно убрать рост. Конкретно, как в моем случае. То есть написано, на 6 сантиметров роста нам нужно убрать 1 сантиметр и на рукаве 1,2 сантиметра. Я уходила на 1,58 м, то есть это получается, если от 180 отнять 1,68 м, извиняюсь, то получится 12 сантиметров. Поэтому по этим линиям я убирала 2, 2, 2. И здесь я убирала 2, а здесь 4 сантиметра. Давайте найдем эти линии, я покажу вам, по каким линиям я убирала. Как нам советует сам журнал, нам нужно найти первую линию, это линия от надсечки до надсечки. Возьмем наш журнал и посмотрим, где у нас с вами здесь отмечены надсечки. То есть вот у нас с вами надсечка на полочке, она одна единственная. Как найти нам вторую? Очень просто. У нас здесь проходит долевая нить, и к ней мы чертим прямой угол. То есть мы вот так берем направление долевой нити к этой надсечке, и мы чертим линию. Дальше я продолжила эту линию до середины полочки, и у меня получилась надсечка номер 2. Вторая линия у нас находится, как нам советует журнал, на 5 сантиметров ниже проймы. То есть я отмечаю 5 сантиметров. Точно так же под прямым углом черчу линию и продолжаю. Линия номер 2. Третья линия у нас находится от талии вниз на 10 сантиметров. То есть я опустилась на 10 и тоже так же под прямым углом я прочертила линию. Вот 3 линии. Те же самые линии у нас находятся на спинке. На 5 сантиметров ниже, на 10 сантиметров ниже. И если я здесь пошла от этой надсечки, то и здесь тоже так же я пошла от этой надсечки. Потому что сразу не сообразишь, я вам сейчас покажу. Потому что у нас на этой выкройке есть еще одна надсечка, которая соединяется вот с этой надсечкой на рукаве. И если я бы убрала вот здесь и вот здесь по первой надсечке, то у меня бы вот этот окат рукава вообще ушел, то есть он ушел вниз. Поэтому я взяла за основу выкройку переда, прочертила здесь линию первую и на рукаве тоже первую линию. Вот по этим надсечкам я убрала длину. Как я уже сказала, на 12 сантиметров у меня получилось 2 раза по 6, 2, 2, 2 и на рукаве 2 сверху и 4 вот здесь вот вот здесь вот по надсечке. Там тоже есть эта надсечка у нас, вот она на рукавчике, вот она эта надсечка, здесь она с обоих сторон, то есть в этом месте на 4 сантиметра. И еще мне хотелось сказать про воротник. Так как воротник у нас идет на рост 1,80 м, мне кажется, логично его сделать ниже, потому что будет смотреться не очень красиво, когда очень длинный воротник. Но вообще, если честно, я сначала примерила ребенку воротник и уже посмотрела. Я его опустила на 1 сантиметр. Он у меня с отливом, поэтому с каждой стороны по 1 сантиметру. Но сейчас мы с вами переходим к пошиву. Прежде чем я начну шить, хочу вам рассказать, какие у меня будут изменения в этой кофточке. Ребенок не захотел здесь кнопки, поэтому здесь я вошью молнию. Молнию металлическую, контрастную. Ткань у меня вот такая темно-серая, а молния у меня будет черная и металлическая. И также я не буду делать вот здесь резинки. Ребенок не хочет здесь резинки, брюки у нее внизу без резинок. И тут мы, наверное, делать резинки не будем. Посмотрим, может быть, в процессе она передумает. Также здесь на воротник идет у нас кашкарсе.
Его видно немножечко, он отличается. Я буду использовать основную ткань, такую же, которая пойдет у меня на весь костюм. Итак, начинаем. На передней половинке кофты отмечаю сметочными стежками линию разреза под молнию. С обратной стороны проклеиваю, приутюживаю клеевую. Для этого и делаю сметочные стежки, чтобы при приутюживании меловая линия у меня не исчезла. Выкраиваю обтачку. Кофта идет там с планками, но я решила сделать молнию, причем молнию спрятать под обтачку. Просто наложила переднюю половинку на кусочек ткани, отметила чуть больше нужной мне длины. Внешний край обметала на верлаке сразу. Обтачку я проклеивать не стала, так как ткань плотная. Также выкроила воротник со сгиба и проклеила лицевую переднюю сторону воротника. То есть продолжение у меня получилось вот этой вот клеевой. То есть продолжение. И сейчас мне нужно стачать плечевые срезы, чтобы вшить воротник. Плечевые срезы я проклеивать не буду. Плечо сильно спущенное. И чтобы они не стояли колом, я этого делать не буду. Для укрепления плечевых швов я проложу прямую строчку на швейной машине. Благодаря этому она не будет сильно растягиваться, как если бы я ее обметала просто на верлаке. Стачала плечевые швы и, как нам говорит журнал, заутюжила их на переднюю половинку. Теперь для того, чтобы втачать молнию, мне нужно сначала втачать воротник. Разрезаю сантиметров 5 по вот этой линии. Беру наш воротничок и совмещаю все надсечки. Заднюю надсечку, надсечку по плечевому шву. Воротничок чуть меньше, поэтому я его растягиваю. И также совмещаю здесь с краем. Когда я буду втачивать молнию, примерно вот эта у меня подгибка будет 0,7 мм. Столько же я оставила здесь на воротничке прибавку 0,7 мм. Итак, нужно сейчас заколю булавочками, потом сметаю и втачаю его на швейной машине. Вот здесь в начале прям пару-тройку сантиметров шов разутюжу, чтобы при втачивании молнии у меня здесь не было большой толщины. Воротник я втачала, и вот здесь вот в начале строчки припуски я разутюжила и срезала вот так вот на уголочек, чтобы здесь было меньше толщины. Далее мы переходим с вами к втачиванию молнии. Молния у меня металлическая, длинная, и мне ее нужно обрезать до нужной длины. Обрезать молнию можно как сверху, так и снизу. Вот здесь я уже попробовала сверху вот этот вот фиксатор. Вот, он металлический, он легко снимается, если его поддеть шилом или толстой иглой. И потом обрезать до нужного количества, снять вот эти вот зубчики и также зафиксировать. Но я буду отрезать молнию снизу, так как у меня разъемная молния. И вот здесь вот, вот этот вот, я не знаю, как его, стопор, в который входит молния, он очень толстый. И моя молния будет скрыта обтачкой. Поэтому мне толщина там в принципе не нужна. Я ее отрежу снизу, зафиксирую вручную и просто вот здесь вот кончик опалю свечкой, чтобы не обшивать ее обтачкой, не было толщины. Как я уже сказала, закрою потом вот этой вот обтачкой планкой. Так что сейчас приступаю. Молния у меня пойдет отсюда и вот до этой линии. Отмерю нужное количество и отрежу. Потом мне нужно будет ее вшить. Вшить можно разными способами, но я буду делать так, как мне удобно. Я уже начертила рамку. У меня где-то по 0,7 с каждой стороны. Я померила линеечкой. Можно сделать 2, тогда молния будет открыта, то есть по 1 сантиметру. У меня будет по 0,7. Вот здесь я ручкой отметила припуск и начертила эту рамочку. Прорежу я рамочку до конца, вернее не до конца, а вот до этого места, не доходя 1 сантиметр до края молнии. Вырежу здесь на уголочек, сметаю эту подгибку и отутюжу. И потом уже наложу на молнию, соединяя вот эти вот места, что были. Также начало молнии, то есть красиво рамку разложу на молнии. То есть я буду ее втачивать так же, как мы втачиваем с вами, например, молнию в юбку. То есть мы сначала заутюживаем эти вот припуски, а потом подкладываем молнию. Молнию укоротила, вот здесь хорошенечко ниточками зашила ее и кончик опалила. Теперь мне нужно прорезать вот эту рамочку для того, чтобы подогнуть и отутюжить ее. Аккуратненько я прорезаю. И теперь вот здесь на уголочке, не доходя где-то 1 миллиметрик. С одной стороны трикотаж еще растянется, и также с другой стороны. Теперь беру иголку, нитки и аккуратно сметываю эту рамку, что прорезала, а потом заутюжу ее.
Хорошенечко отутюживаю получившуюся рамку, убираю сметку и не переживаю за нее, потому что она проклеена, ткань плотная, никуда она у нас не денется. Отмечаю начало молнии и подкладываю молнию в получившуюся рамочку. Молнию прикладываю так, чтобы она у меня начиналась на 2 мм выше фиксатора. То есть я ее начинаю на 2 мм выше. Хорошенечко ее расправляю в рамочке, смотрю так, чтобы было ровно и красиво. И закалываю, фиксирую булавочкой вот здесь нижний край. После того, как я зафиксирую, я отогну вот эту вот деталь полочки и застрочу вот этот уголочек по отутюженному сгибу. Вот здесь застрочу. Я застрочила. Прошла очень хорошо, много строчечек, чтобы ничего у меня не распустилось. И далее я накладываю одну сторону молнии аккуратненько, как мне нравится, как она отсюда начинается, оставляю красивый ровный припуск по всей молнии. Потом я отверну это все на изнаночку. И вот здесь вот небольшие припуски, но возможно это все приметать. В принципе, я смотрю, у меня припуск совпадает с краем молнии. Можно прям так и приметать, ориентируясь. И далее я пристрочу молнию вот в этот отутюженный сгиб, чтобы было все ровненько и красивенько. Надеюсь, так и будет, потому что молния у нас будет как акцент, будет в центре. Надеюсь, что у меня все получится красиво и ровно. Далее то же самое я проделаю с другой стороной. Продолжаю работу и сейчас должна была вам показать красиво вшитую молнию. Но меня результат не устроил. Я признаю, что вариант был неправильный, неудачный, и я решила все переделать. Хотя могла бы снять уже красиво вшитую молнию, но я решила поделиться с такими же, как и я, вдруг кому-то будет полезно. Несмотря на то, что я уверена, что профессионалы меня закидают тапками, как в позапрошлом видео с моим платьем. Ну ладно. Давайте о хорошем. Забудем о плохом и будем о хорошем. Я отпорола полностью молнию свою и решила я опустить ее на сантиметр ниже. Вшивать буду по-другому. Тот способ, может быть, конечно, имеет право быть, но не на таком эластичном материале, как футер. Хотя он у меня здесь проклеен, и все равно он тянется. Короче, мне не понравилось, повторюсь, как она вшилась, и я решила переделать другим способом. Отметила опять рамочку. Можно, конечно, было склеить, но я не стала дублерином. И также вот молния у меня, она была вот так. Я ее отвернула и отметила начало молнии и ту же рамочку. И вот так прикладываю, чтобы у меня вот эта рамка совпала вот с этой. Надеюсь, сейчас все пойдет. А вот этот вот конец или начало молнии снизу совпали с линией на футере. Теперь мне нужно проложить вот здесь строчечку от этой надсечки и до этой надсечки. Пойду за машинку. Притачала, вот так смотрится. И теперь мне нужно подрезать вот этот уголок, который у меня уже подрезан. Но так как я молнию опустила ниже, то и уголочки мне нужно подрезать вот до сюда. Прям не доходя, наверное, 2 мм. В прошлый раз я миллиметр, это мне показалось много. А сейчас вот прям подрежу, доходя 2 мм. С одной стороны. И сейчас подрежу с другой стороны. Так. Теперь я молнию свою поворачиваю и накрываю вот так. Я расстегну. И вот как она у меня так ложится, я ее сейчас приметаю. Вот здесь от надсечки. И вот так приметаю. И потом буду втачивать от этого уголочка. И потом с другой стороны тоже вот так отогну и притачаю. Надеюсь, в этот раз получится аккуратно. Теперь готова с вами поделиться. Втачала молнию, еще не утюжила. И уже не терпится вам показать. Первый раз в своей жизни я вшивала молнию в трикотажную кофту. В юбке, конечно, дело было, в брюке было, в куртке было. Но вот чтобы вот так вот открытая молния, у меня такой первый раз. Поэтому очень рада, что переделала. Покажу вам поближе. Здесь все сходится, здесь тоже. И вот такой у меня получился замечательный уголочек. Смотрите, все ровненько, все красивенько. Очень рада, что переделала. Надеюсь, кому-то было полезно это видео. Может быть, кто-то собирается шить такую кофточку с молнией. И дальше мы будем с вами, после того, как я поутюжу, закрывать это все дело внутри обтачкой. Надеюсь, что все будет тоже так же красиво. Но если надо будет, то обязательно переделаю. Вот так все должно, по идее, там спрятаться.
и все быть красиво и аккуратно. Но сейчас пойду поутюжу свой замочек. Отлично получилось, мне кажется. Поутюжила, все красиво. И сейчас перехожу к обтачке. Так как ткань тянется, у меня уже был не очень хороший опыт, я решила вот здесь внизу проклеить дублерином уголочек, где буду пришивать обтачку свою, чтобы закрыть все некрасивости. Так, теперь я ее разрезаю. Но не дохожу вот до сюда, не буду резать эти уголочки, оставлю это на потом. И теперь мне нужно соединить обтачку по горловине с внутренним своим воротничком. То есть вот так я накладываю. Мне нужно ее соединить. Здесь у меня отмечено плечо. Воротничок чуть-чуть растянется, так как он выкроен меньше. И сделать это с одной стороны и с другой стороны, чтобы потом закрыть молнию. Приступаю. Сначала обтачку специально вывернула на изнаночную сторону, чтобы было наглядно видно, что я сделала. Притачала я с одной стороны к воротнику, к верхнему, и с другой стороны к верхнему воротнику до плеча. Отутюжила все швы на сторону спинки, то есть на сторону спинки, здесь на сторону полочки, а вот здесь вот, где я притачивала молнию в разутюжку сверху, я сделала просто насечку и разутюжила. Ну, или пыталась разутюжить, потому что ткань невозможно сворачивается в рубчик, в рулик. И то же самое с этой стороны. Здесь я разутюживала и застаивала даже деревянным бруском, но бесполезно. Эти швы все направлены вниз, так нам говорит журнал. То же самое на обтачке. Это все вниз, это разутюжено. И теперь мне нужно притачать эту обтачку вот к этой молнии. Как я буду это делать? Мне нужно сделать это вот так. То есть вот этот уголок, где у меня начерчен край молнии, я должна соединить с уголком, который у меня уже на молнии. Для этого одну сторону я отгибаю. Вот здесь я соединяю вот с этим швом, булавочкой закалываю, чтобы все у меня стыковалось. Я сделаю так. И здесь я прям должна попасть в уголочек. То есть я вот здесь вот с уголочка намечаю прям вот этот уголочек. Здесь у меня на углы не срезано еще. И мне нужно сейчас вметать, вот так сметать вместе и верхнюю мою деталь переда, и обтачку нижнюю. И проложить вот здесь строчку уже по строчке, по которой я притачивала молнию. То есть я сейчас вот так аккуратненько все разложу, сметаю и уже проложу строчку. Сметала я одну сторону молнии и хочу вам показать, как это выглядит. Это выглядит вот так, конечно, нифига не понятно, но так оно, кажется, должно быть. То есть сейчас я вот отсюда проложу строчку по уже строчке притачивания молнии до конца. После этого я вот отсюда надсеку в одну сторону и вот так в другую сторону. То есть, чтобы было понятно, вот от этого вот разреза вот сюда к уголочку. Обогну вторую сторону и тоже так же притачаю от начала притачивания молнии и потом уже застрочу уголочек. Надеюсь, что все получится. Иду под машинку, буду прокладывать здесь сначала обтачку. Хочу вам показать. Вот так смотрится кофточка уже с притаченной обтачкой. Теперь моя задача притачать с другой стороны обтачечку. Но для этого сначала нужно сделать рассечку. Так, вот здесь. Я не дошла здесь где-то около сантиметра. Мне нужно вот так вот сделать надсечки на уголочек, не доходя, наверное, 2 миллиметра, потому что ткань очень сильно тянется. Так, сейчас я разверну получше, и мы сделаем так и сюда. Теперь у меня обтачка легко поворачивается на другую сторону. Вот так это выглядит. Мне нужно сейчас притачать ее с другой стороны. Тоже так же здесь найти уголочек, все аккуратненько расправить, соединить вот эти строчки притачивания воротника. Здесь тоже все разложить и сметать. Обтачку я притачала, покажу вам, как смотрится молния с лица и молния с изнанки. Поутюжила. Когда я пристрочила вторую сторону,
я вот так отогнула. И вот здесь вот этот уголочек тоже застрочила. Прям вот так вот. Здесь, где проходят зубчики, молния у меня не слишком крупная, я аккуратненько прошла на машинке. Что теперь нужно сделать? А теперь мне нужно притачать внутренний воротник к внешнему. То есть вот этот вот воротник мне нужно найти здесь надсечки, соединить с верхним воротником. Также соединить плечевые швы вот с этой обтачкой. И вот здесь вот до надсечки сметать все это и проложить строчку, соединяя как бы верхний и нижний воротник. А потом обметать все на оверлоке. Положила строчку, соединяющую внутренний и верхний воротники вместе. И также все это вместе обметала. Как уже говорила, от надсечки до надсечки метала на оверлоке. Теперь мне нужно вот эти вот прибавочки заутюжить на спинку. Там у меня, где надсечки, вот это дело все разложить аккуратно. Это все сворачивается. Но нужно все вот так расправить аккуратненько. И вот здесь вот красиво сметать для того, чтобы проложить отделочную строчку. Начиная вот отсюда, на ширину лапки, вот здесь и вверх. Потом я также проложу закрепляющую строчку вот здесь вот по спинке, по полочке и дойду до этой строчки, которая у меня отделочная. Вообще можно это все дело закрыть киперной лентой, как у нас написано в журнале, но я этого делать не буду. Лента у меня только белая, и она узкая. Здесь нужно все-таки пошире ленту. Там у нас идет воротник из кашкарсе, который закрыт киперной лентой. Тоже было бы красиво. Если бы я делала ленту, то я начала бы вот отсюда ее притачивать. Сначала вот сюда, в край строчки, ну а потом снизу вот так вот отстрочила. Но, как уже сказала, делать этого не буду. Хочется уже быстрее закончить и ничего тут не придумывать. Сейчас иду отутюживать, потом прокладываю отделочную строчку и потом вот отсюда тоже проложу закрепляющую строчку. Далее можно сделать вот что. Можно также все это дело, вот это, чтобы у нас не отворачивалось. Здесь я подошью обтачечку на плече. Можно это тоже вот так отстрочить, чтобы все спрятать. Ну, так как у меня молния очень короткая, я думаю, что мне хватит вот этой отделочной строчки, чтобы ничего там видно не было. И тогда у нас с лица будет тут тоже вот такая вот строчечка, если отстрачивать. Но я посмотрю, пока хочу сделать так. А далее уже буду дошивать. Делов осталось совсем немножко. Самое главное, возня вот это вот с молнией, с воротничком на самом видном месте. Сделала отстрочку и хочу с вами поделиться. Вот так выглядит у меня кофточка с отстрочкой спереди и с изнаночки. Итак, как я сделала отстрочку? На самом деле я сделала отстрочку не так, как планировала, а планировала я ее вот от этой строчки и по всей горловине вот до сюда. Но мне, как обычно, не понравилось, и я вот здесь распорола и оставила только по спинке отстрочку, захватывая вот здесь обтачечки вот эти. Еще я их не подшила, но здесь, в принципе, ничего не расходится, так как там идет оверлочная строчка. Вот такая у меня горловинка получилась с воротничком, с молнией. И я уже практически на финишной прямой, я втачала рукав. Здесь на самом деле ничего сложного нет, рукав без посадки. Просто совместила надсечки и проложила строчку на оверлоке. Прошивать на машине, на обычной, на прямострочной я не буду, чтобы эта строчка растягивалась. И теперь мне нужно стачать одновременно срез рукавов и боковые срезы и заутюжить их на переднюю детальку. С одной стороны. И то же самое проделать с другой. Далее вообще все очень просто. Я обметаю вот этот скрюченный низ, который скручивается невозможно просто, и пристрочу его двойной иглой на промышленной машине. Она у меня уже готова. Вот она, моя красотка, стоит. И то же самое я проделаю с рукавчиками. Стачаю, обметаю и прострочу на швейной машине двойной иголочкой. И, наконец-то, я уже закончу с этой кофтой. Честно сказать, она мне поднадоела. Не очень мне нравится ее шить, не вдохновляет. Возможно, из-за цвета, возможно, из-за фасона, возможно, из-за ткани. Ну, конечно, в конце я подытожу и скажу свое мнение и о работе, и о выкройке, и о ткани, ну и обо всем по порядку. Так, я уже на финишной прямой, чему очень рада. Обметала изделие, сметала подгиб, чтобы проложить строчку двойной иглой. То же самое сделала с рукавчиками. Сейчас проложу строчку, и уже будет изделие мое закончено. Останется только отутюжить. Для прокладывания строчки я использую двойную иглу Stretch
толщиной 75 мм и шириной между игл 4 мм. Сначала я прокладываю строчку на ненужном кусочке ткани. Если меня все устраивает, вот так выглядит эта строчка с лица и с изнанки, то я беру изделие и намечаю расстояние, на котором я буду прокладывать строчку. Далее я беру изделие с изнаночной стороны и прикладываю его под лапку. Иглы направляю в край строчки, чтобы крайняя левая игла проходила прямо по краю обметочной линии. Измеряю линейкой расстояние от края изделия до лапки и с лицевой стороны черчу мелом это расстояние. Оно у меня уже начерчено. Укладываю ткань под лапку и располагаю лапку так, чтобы она у меня всегда шла по краю меловой линии, благодаря чему строчка будет красивая, ровная и вся обметка будет спрятана под строчку двойной иглой. Полностью закончено, и я хочу с вами поделиться результатом. Сначала покажу, как обработан низ двойной иглой с лица и с изнанки. И такая же точно обработка на рукавах с изнанки и с лица. Модель идет без манжет, без планки по низу, очень простая, свободного кроя. Но здесь у меня вот такая молния. По модели здесь идут кнопки, но ребенок захотел молнию. В этом и была загвоздка. Никогда я молнию не вшивала в такую ткань. И немножко у меня с пошивом дело затянулось. Брюки ребенок уже вовсю носит, а вот кофта только готова. Сейчас жду ее из школы, чтобы померить и показать, как смотрится костюм на ней. Вообще, если сказать свое впечатление, то мне не понравилось работать с этой тканью. У меня был опыт работы с флисом, был опыт работы с футером, но с начесом, а вот с петлей я работала первый раз. Если вы хотите шить из такой же ткани, готовьтесь. Все будет у вас засыпано вот этими петельками. Они будут лежать у вас на всех покрытиях, начиная от подоконника, гладильной доски, всех швейных машин, то есть все будет усыпано. Постоянно я работала с липким валиком, и все равно мне пришлось полностью потом мыть мастерскую. Также минус у этой ткани то, что она постоянно скручивается в очень плотный и очень объемный рулик. Просто постоянно край, вот его отутюжишь, и прям буквально, я не знаю, секунд 30, и он скрутился. Что, конечно, тоже занимало очень времени для того, чтобы просто элементарно отметить линию низа. Приходилось все это расправлять и вымерять. И также она, мало того, сыпется эти петли, она еще очень сильно распускается такими лохмотьями. Однозначно мне ткань не понравилась, и даже не знаю, как я буду шить домашние брюки мужу, так как я все-таки сэкономила на них. Наверное, отдохну немножечко от этого футера и все-таки возьмусь и доделаю, потому что не люблю, когда у меня лежит что-то задуманное и незаконченное. И плюс еще в начале у меня дело пошло не так, вот из-за этой молнии. Пришлось мне переделывать, и уже настроение было не то. Ну, короче, я очень рада, что я закончила. Так, в целом, работа смотрится, на мой взгляд, неплохо. Сейчас жду ребенка и будем примерять костюм полностью. И поделимся с вами готовым результатом. Такой костюмчик получился. Вместе с брючками. Дочь, покружись. Все оверсайз, все свободное, нигде нет резинок. Как любят сегодня у нас молодежь.